Итак, сейчас я буду делать омлет. И хотела с вами поделиться маленьким лайфхаком. Чтобы вам много не лить масла на сковороду, вы можете чуть-чуть добавить масла сюда. Совсем чуть-чуть. Хорошо перемешать и вылить. Я к омлету буду добавлять мяско. У меня осталась куриная грудка. Я запекала недавно, пару дней назад. И у меня еще есть зеленый лук, который у нас растет на подоконнике. Тоже хочу его добавить. И чуть-чуть порезать помидорки. Наверное, половинку. Что-то он сильно большой. Вот лучок, который растет. Еще там есть чуть-чуть, но там я уже срезала. Сейчас этот срежу и добавлю в омлетик. Вот так вот выглядит мой завтрак на сегодняшний день. И еще я к этому завтраку делаю себе кофе с молоком или чай. И съедаю примерно 4-5 штучков орешков. Вот это вообще мой рай. Я обожаю орехи, особенно грецкие. А у нас их очень много, поэтому пока я дома, я пользуюсь этим моментом. Поэтому, ребята, все, кто со мной завтракает, всем приятного аппетита. Ребята, всем привет! Как видите, я в маске. Стараюсь придерживаться карантина, но за последние дни пришлось выйти на улицу, так как нужно отослать денежку, и мне нужно было пойти в банк. Сейчас хожу в магазин, скуплюсь на десертик тирамису и будем вместе готовить. Решила для вас снять маленький влог, чтобы вам было интересно видеть то, чем я занимаюсь на данный момент, так как я сейчас нахожусь в Украине, а не в Польше. Проблема в том, что нету транспорта, которым можно добраться. Так как все рейсы отменили, мой билет тоже, который у меня был уже куплен, отменили. И теперь приходится ждать, когда вот это все закончится. И хотела с вами немного поделиться о том, что происходит именно в моем городе, как люди себя ведут во время карантина, кто чем занимается, кто что делает. И первое, о чем я хотела сказать, это то, что, конечно же, в Украине все ходят в масках, так как это обязательно. То есть вы на улицу должны выйти в маске. И в магазин вас, в супермаркет, ни в какой не пустят без маски. Также при входе в супермаркет меряют температуру. Второе, то, что у нас изменилось, это общественный транспорт и количество людей в нем. Получается, маршрутки сократили, и количество людей тоже сократили. То есть в одной маршрутке может находиться только 10 пассажиров. Также нельзя посещать парки, скверы, детские площадки. То есть это все тоже запрещено. Хочу вам показать, смотрите, какая туча. Это я чувствую, сейчас будет хороший ливень. Вы посмотрите, на улице 11 апреля и идет снег. Я, конечно, ожидала, будет ливень или дождь огромный, но нет. Я немного ошиблась. Посмотрите, как красиво. Даже пчел слышно. Сегодня я вам, девочки, покажу, как приготовить вкуснейший десерт тирамису. Для приготовления нам понадобится яйца, сахар, жирные сливки, маскарпоне, печенье савоярди. У меня чуть-чуть другое печенье савоярди я не нашла. Также понадобится охлажденный эспрессо и какао для украшения. Далее разбиваем яйца в глубокую емкость. Добавляем сахар и взбиваем на высокой скорости до очень пышного и высокого состояния.
После этого в отдельной посуде взбиваем наши жирные сливки с маскарпоне. Обязательно они должны быть холодными. Нам необходимо в первую очередь, чтобы сливки с сыром объединились как бы в однородную массу. После нужно взбивать до пышного и воздушного состояния. Взбиваем, девочки, аккуратно, так как сливки можно перевзбить, а это не очень хорошо. У вас потом этот крем не получится, поэтому все делаем аккуратно. Вот что в итоге у нас получилось. Далее к взбитым яйцам мы добавляем наши сливки и аккуратно перемешиваем с помощью лопатки. Слишком долго вымешивать тоже не нужно. И самую сложную работу мы сделали. И теперь можно приступать к сборке нашего десерта. Печенье мы буквально на секунду опускаем в кофе и выкладываем на дно формы. Ну а следом идет слой нашего крема. Не пугайтесь, что он может быть немного жидким. После того, как десерт постоит некоторое время в холодильнике, крем загустеет. Кстати, хочу вам сказать, форму можете брать любую, главное, чтобы она была глубокой. В моем случае я использую такие маленькие вот формы для десерта, мне так больше нравится. И далее наш десерт мы отправляем в холодильник на ночь. Перед подачей посыпаем какао-порошком. Всем приятного аппетита! Сколько чего нужно, я оставлю в описании под видео, заходите и смотрите. Сегодня купила в Еве. Я сейчас его распечатаю и покажу вам. Массажер вот так вот выглядит. Здесь такие идут маленькие пальчики. И видите, он мягкий. То есть он не идет полностью с пластика, а это идет резина. Поэтому я думаю, что сильно больших последствий в виде синяков не должно быть. А массаж я себе буду делать вот таким вот пилингом. Производитель Польша, но в Украине он тоже продается, я его тоже видела в Еве. И еще есть такой же самый салатовый. Они там чем-то отличаются, запахом, наверное, я точно не знаю, но очень классный. Тоже всем советую. Видите, чуть-чуть осталось, нужно будет купить новый. Вот такой вот крем Liraine я брала с собой. Он, кстати, здесь у нас в Украине тоже продается. Цена адекватная и он очень хороший. Перед этим я брала такой же самой фирмы, только с витамином С. Он идет там оранжевая баночка. Более легкий, чем этот. Этот более такой немного жирненький. У кого сухая кожа, очень хорошо подойдет. И внутри вот он такой темно-серого цвета, как будто бы маска, это не крем для лица. И хочу еще вам показать шампунь для крашеных волос. Вот такой вот Schwarzkopf. Эта бутылочка, кстати, тоже небольшая. Здесь приблизительно 250 мл. И очень хороший. После него волосы как шелк. А вот, кстати, персик у нас. Маленький, конечно, но все же есть. Очень красиво. И тюльпанчики красные, желтые.